Всем привет! Сегодня я расскажу более подробно о том, как я снимаю свои видео. Получила от вас так много запросов. Давайте перейдем сразу к делу. Само видео я разобью на секции, по которым вы сможете найти интересующий вас вопрос. В описании видео будет перечень охваченных вопросов. Как же я снимаю свои видео? На самом деле есть три составляющие. Сам процесс видеосъемки, предмет съемки, на данный момент возьмем маникюр, и монтаж. Процесс обработки отснятых материалов. Начнем с процесса съемки. Вот мой стол, и по сути все, что я использую сейчас, находится на нем. Ноут, два штатива, свет, а на телефон я снимаю это видео. Телефон для начинающего блогера – это самый оптимальный вариант. Во-первых, вы охватываете не только видеоконтент. Вести любые соцсети проще и легче с помощью телефона. Весь отснятый материал всегда под рукой, и вы в любой момент можете его отмонтировать или просто выложить. Камеру покупать я не рискнула, поскольку это дорогое удовольствие, я пока не знаю, будут ли меня смотреть. Думаю, куплю ее, когда начну с YouTube зарабатывать. И если начну. На данный момент я снимаю на телефон, это iPhone 14 Pro. Для телефона или камеры необходим штатив. У меня их два. Один напольный, а другой фиксируется на столе. Чаще всего я использую напольный, ибо тот, который на столе, плохо фиксируется, и любая встряска стола дает встряску кадра, а я люблю пошатать стол. На самом деле, я когда купила себе маленький штатив, я думала, что им и ограничусь, но, как оказалось, снимать процесс маникюра на него было практически невозможно. У меня вроде только первые два видео более-менее с этого штатива снято. Напольный же штатив удобен по всем фронтам, он устойчив, его можно фиксировать на разной высоте и вертеть на 360 градусов во все стороны. Света у меня в квартире очень мало. Основной свет у меня идет от кольцевой лампы. Иногда включаю не очень хороший верхний свет. Но вы должны помнить, что чем больше у вас света в кадре, тем лучше картинка. Главное не переборщить. Предметом съемки на данный момент у меня является маникюр. А о том, что я использую для маникюра, я сниму отдельное видео. Если интересно, подписывайтесь, чтобы не пропустить. Для монтажа вам необходима машина, на которой вы это все будете делать. Ноутбук, ПК или телефон, а также сами программы, которые вам понадобятся для редактирования самих видео. Я монтирую на ноутбуке. Это Lenovo IdeaPad Gaming 3, который типа игровой, но его мало, скажем так. 10-минутное видео с более-менее забитой шкалой тянет очень и очень слабо. Вот это, допустим, таймлайн моего прошлого видео. С памятью вечные проблемы, ее никогда не хватает. Снимая видео с каким-то процессом, ты все равно обрабатываешь не 1/10 гигабайт данных. Я уже удалила все свои игры только ради ютубчика. Память уходит буквально на все подряд. На исходные видео, чтобы отмонтировать одно видео для ютуба, нужно переработать минимум 50 гигов. На процесс монтажа. Adobe Premiere Pro, в котором я монтирую во время рендеринга видео, требует минимум 3-кратное увеличение объема памяти относительно итогового видео, чтобы правильно, без лагов, битых кадров, положить тебе готовенькое, идеальненькое видео в твою папочку. И медленно, но верно мы дошли до программ, которые я использую для создания каждого моего видео. Их всего 4. В принципе, каждая из них отвечает за какой-то процесс. After Effects использую его очень редко, в основном для анимации. Не могу в нем работать особо сложно. Вот несколько предметов, которые я в нем сделала. Adobe Audition – работа со звуком. Тут я редактирую свой голос, который также пишу на диктофон телефона. Усиливаю его, всякие мелкие манипуляции разные делаю. И уже после этого экспортирую его в файл и работаю далее с ним в премьере. Photoshop. В нем делаю обложки, редактирую картинки, бывающие PNG изображения. Даже есть видео, как я реагирую на то, как я впервые установила новый Photoshop, который с искусственным интеллектом. Я недавно скачала новый Photoshop, и тут появился искусственный интеллект. Типа, вводишь туда свой запрос, и оно тебе типа генерирует. Я что-то не могу, понять, что вообще здесь происходит. Ты посмотри. Искусственный интеллект, ой, что это такое? И последняя программа — это Premiere Pro. Работа с видео и уже совмещение всей инфы, которую я извлекла из всех предыдущих приложений. Это приложение я продолжаю осваивать до сих пор. На мой взгляд, самое удобное приложение. И это все, что мне нужно для создания моих видео. Пишите в комментариях, а что еще используете вы. Делитесь своим мнением. Да, вот этот маникюр я буду переделывать в следующем видео. Оставайтесь со мной. А на сегодня все. Пока!